Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня я вам хочу показать, как сделать медальон и по многочисленным просьбам, конечно же, сердечко. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Две половинки игрушки я склеила между собой и шкуркой сняла глянец. Также поступила с сердечком. Беру грунтовку и грунтую обе игрушки. Прямо вот наношу полностью. Придерживаю сверху. И меня часто спрашивают, как я сушу игрушки. Сейчас я вам покажу. Я все загрунтовала. Я соорудила вот такие крючочки из проволоки. И одеваю игрушку на крючок и отправляю сушиться. Грунтовка у меня высохла. Беру моделирующую пасту или структурную, как ее еще называют, и наношу на игрушку. Сначала я наношу, а затем более мелким валиком делаю вот такие вот движения. И получается интересный узор. Крашу с обоих сторон и делаю узор. И, конечно, отправляю сушиться. Все у меня подсохло. И теперь покрываю одним слоем белой акриловой краски. Беру спонжик и полностью крашу. Крашу медальон и также крашу сердечко и отправляю сушиться. Остается вот такой красивый узор. Белая краска подсохла. И теперь я беру краску с жемчугом, металлизированную, акриловую, спонжик и подкрашиваю. Не стараюсь подкрасить все, чтобы придать вот такой перламутровый блеск. С одной стороны и с другой. И также поступаю с сердечком. Мои игрушки высохли, и беру теперь свою металлизированную краску и прямо кисточкой наношу ее на спонжик, так как мне много ее не надо. Лишнее убираю и прокрашиваю. Вот что получается. Прокрашиваю сердечко и затем медальон. И также отправляю сушиться. Эта краска сохнет очень быстро. Мои заготовки высохли, и теперь покрою их лаком. У меня матовый лак спрей. Буду это делать на улице. Прикрепим вешалку. Отрезок ленты, сложенный пополам, складываем и под углом подрезаем. Затем продеваем через игрушку и завязываем узелок. Затем вешалочку продеваем вот таким образом. Перетягиваем. Затягиваем и узелок подклеиваем к игрушке. И у нас получается чистая, красивая вешалка. Также поступаем с сердечком.
По месту склеивания двух половинок подклеиваем узкую ленту. У меня это 3 миллиметра. Можно использовать 5 миллиметров. Наносим тонкую полоску клея и под натяжением подклеиваем ленту. Делаем это по всей фигурке. Затем подклеиваем двойные полубусины. Это можно делать как горячим клеем, так и универсальным. В этом случае я предпочитаю универсальный клей. Наношу клей и под натяжением подклеиваю. И полностью по всему кругу. Подбираем по размеру и приклеиваем кружева. Приклеивать я также буду универсальным клеем. Клей наношу на сам узор. И на серединке, не на края, чтобы он случайно не выполз из-под кружева. Прижимаем все салфеткой. Подклеиваем все и лишнее обрезаем. Сделаем и украсим бантик. Вот вы видите, сердечко я уже украсила. Я беру ленту и складываю такую восьмерку. Думаю, все умеют это делать. И прикладываю, чтобы меня устраивал размер бантика. Лишнее обрезаю. Беру иголочку и сшиваю. Два, 3, 4. Обыкновенный бантик. И закрепляю. И, конечно, узкой лентой бантик надо перетянуть. Его не будет видно, но все должно быть красиво. Подрезаем края бантика и обжигаем. И бантик подклеиваем к игрушке. Затем к бантику подклеиваем узкие ленты. Прикладываем и смотрим, чтобы у нас все было красиво. Немного на бок смещаем. И все время все примеряем, чтобы у нас все красиво смотрелось. И также подклеиваем ленты вот здесь немножко, чтобы они не болтались, так скажем. Обрезаем под углом и также обрабатываем огнем. Перед тем, как приклеить цветы, я подклею еще немного кружева. Примерю, чтобы красиво все было. И нанесу клей. Клей не стараемся сразу наносить его много. Можно сделать это потом, когда основная часть будет приклеена, и мы будем видеть, как это все смотрится.
теперь подклею цветы. Все прижимаю и даю закрепиться. Обязательно проверяем, все ли у нас везде закрепилось, чтобы композиция на игрушке не болталась. И можно подклеить отдельные какие-то детали, чтобы придать большего объема. И мои игрушки готовы. Сегодня я вам показала, как можно сделать и украсить медальон, а также сердечко. Думаю, такой подарок будет уместен к любому празднику. Если вам понравился мой урок, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня все. До следующих встреч. И, возможно, кто-нибудь угадает, что же будет в следующем видео. А на сегодня пока-пока.